Привет! Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный вишневый зефир. Как и все рецепты на моем канале, этот зефир без сахара. Он имеет неприторную сладость и насыщенный вкус ягод. Он отличается от классического зефира по вкусу и текстуре, на мой взгляд, только в лучшую сторону. К тому же содержит всего 57 килокалорий на 100 грамм. Друзья, я подготовила рационы на 14 дней. Для тех, кто любит сладкое и любит готовить, хочет делать это легко, полезно и при этом иметь красивую фигуру. Получите выверенное меню на каждый день с точными рецептами и бесконечными заменами, чтобы есть вкусно, разнообразно и полезно в рамках своей калорийности и иметь фигуру мечты. Без сложных ингредиентов, без долгого стояния на кухне, с разнообразием на любой вкус и кошелек. Ссылка на них в описании под видео. Перед приготовлением самого зефира важно подготовить кондитерский мешок с насадкой. У меня это насадка «Закрытая звезда» с 6 лучами, ее номер 2D. Вставляю в мешок, надрезаю край и выкладываю мешок в высокий стакан. И сразу подготовьте поверхность, на которую будет отсаживаться зефир. Это может быть, например, противень с ковриком для выпечки, как у меня. То есть нужно, чтобы поверхность легко было перенести куда вам удобно, пока зефир будет сохнуть. Нам понадобится 80 грамм полужидкого яблочного пюре. В предыдущих рецептах зефира я показывала, как сделать такое пюре самостоятельно. Ссылки на них оставлю в описании к этому видео. А у меня в этот раз покупное детское пюре. Оно как раз обычно и бывает вот такой полужидкой консистенции. Добавляем сухой яичный белок, то есть альбумин. Его понадобится 5 грамм. Я использую именно сухой яичный белок как безопасную замену сырому белку. Можно использовать и сырой, но в этом случае пюре нужно будет выбрать погуще или уварить его до более густой консистенции. Точные пропорции замены на сырой яичный белок я пропишу в описании к этому видео. Альбумину обычно нужно несколько минут, чтобы хорошо разойтись в пюре. Поэтому я просто отставляю его в сторону, а пока займусь другими ингредиентами. У меня будет вишневый зефир. Размороженную вишню измельчаем блендером в максимально гладкое пюре. Конечно, полностью шкурки могут не измельчиться. При желании от них можно избавиться с помощью сита, но, на мой взгляд, это только украшает готовый зефир и говорит о его натуральности. Соединяем в сотейнике 30 грамм вишневого пюре, 40 грамм воды, 4 грамма агар-агара и 80 грамм аллюлозы. Итак, все перемешиваем и отправляем сироп на плиту. И сразу приступаем к взбиванию белка. В чашу миксера добавляем пюре с сухим белком. Как видите, он уже хорошо разошелся. Сюда же добавляем 20 грамм аллюлозы. Вот здесь особенно важно, чтобы аллюлоза была в форме пудры. Взбиваем белок до пышного состояния. Я ставлю белок взбиваться и отправляю сироп нагреваться одновременно. Белок взбивается очень быстро, а сухой белок у меня ни разу не получалось перевзбить. С жидким яичным белком нужно быть поосторожнее, начинать взбивание нужно чуть позже, когда сироп начнет закипать. Во время варки сиропа его нужно помешивать и следить за температурой. Варим его на среднем огне. Постепенно сироп закипает. Как видите, он пока совсем жидкий. Постепенно в процессе варки сироп густеет. Нам важно, чтобы он стал густым. Проверяем, как сироп стекает с лопатки. Смотрите, пока это прерывистая струйка, значит сироп еще не доварен. Готовность сиропа можно понять как по его температуре, так и по консистенции. Температура готовности около 103 градусов Цельсия. Консистенция у готового сиропа вот такая. Он стекает с лопатки тонкой непрерывной струйкой. Вы можете опираться только на температуру или только на консистенцию. Сразу снимаем сотейник с огня. Тем временем белки заметно посветлели и взбились до твердых пиков. Смотрите, какой четкий след остается от венчика. Когда вы видите такую консистенцию, можете сразу вводить сироп. Тонкой струйкой выливаем горячий сироп. Масса на глазах становится еще более пышной и увеличивается в объеме. После вливания сиропа я вам не рекомендую уже долго взбивать. Я вливала сироп в течение минуты и около минуты взбиваю после.
Особенно это важно, если в помещении прохладно. Это связано с тем, что агар-агар начнет застывать уже при температуре 40 градусов Цельсия, а нам нужно еще успеть отсадить зефир. Если есть возможность, можете замерить температуру. Я рекомендую прекращать взбивание при 45 градусах Цельсия. Это оптимальный вариант. Масса приобретает очень плотную и воздушную консистенцию, хорошо держит форму. Вы видите, какой четкий след остается от венчика, значит и зефир будет хорошо формироваться и уж точно не растекаться. Выкладываем всю массу в кондитерский мешок. И сразу формируем зефирки, не дожидаясь застывания массы. Стабилизируется этот зефир быстро, буквально в течение 10 минут. Но его еще нужно оставить подсыхать как минимум на 12 часов. За это время его поверхность станет полностью сухой и приятной на ощупь. В принципе, сразу после стабилизации он уже очень вкусный, мягкий и воздушный. Единственное, слишком уж нежный. Его пока даже трудно снять с коврика. Оставляю зефир на ночь подсыхать. Даже после 12 часов донышко зефирок остается немного липким, поэтому половинки легко соединить между собой. Получается очаровательный пышный зефир, мягкий и нежный внутри. При желании можете посыпать его пудрой аллюлозы, чтобы он стал матовым. А мне нравится эта его текстура и цвет, и особенно нравится вкрапление вишни. И какой же он ароматный! Давайте его разрежем. Воздушный и легкий, восхитительный на вкус. Вот такой сухой снаружи и по-прежнему мягкий внутри становится зефир через 12 часов. Он приятен на ощупь, теперь его можно упаковать в коробку и дарить. Если не считать время на подготовку пюре, то приготовление зефира занимает буквально 10 минут. Храните домашний зефир в закрытом контейнере в холодильнике 3-4 дня. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!